Так, ну що ж, ми дождалися, навіть скажу українською мовою, дочекались. Лукашенка буде оголошено в міжнародний розшук кримінальний, там, де ему и место. Об этом, обо всем и о других преступлениях, за которые, как ни крути, последует наказание, мы поговорим прямо сейчас. В прямом эфире моего ютуба, как я и анонсировала. С нами в это время Павел Латушко, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета, а также руководитель Народного антикризисного управления Беларуси. Павел, здравствуйте, искренне рада вас видеть. Слава Украине, хай живе Беларусь без Лукашенка. Героям слава, живі вічно. Вітаю вас, Ірина, і всіх глядачів. Я дуже дякую вам за те, що ми знаємо, насколько вы активно работаете со всем, ну, обобщу, международным сообществом на европейских платформах с европейскими нашими партнерами, ладно, не буду говорить союзниками, для того, чтобы Путин и все ему подконтрольные, подручные диктаторы, я имею в виду самопровозглашенного белорусского диктатора Лукашенко, понесли справедливое наказание. Это касается и санкционного давления, конечно же. Это касается и ответственности за то, что именно Лукашенко дал свою территорию для начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, и вторжение это 35-й год, того, что он дает свою территорию для размещения Орешника, как угроза не только Украине, а и странам-членам Североатлантического альянса, для тактической ядерки, используют разные методы шантажа, арестовывать ни в чем не повинных белорусских политических, общественных деятелей, простых людей, принимает на своей территории украденных Путиным украинских детей для перевоспитания. И это еще можно до утра, я могу перечислять, и вы лучше меня, конечно же, знаете, нашей аудитории зрительской напоминаю, те зверства, которым причастен напрямую Лукашенко, он есть и не только их исполнителем, ну как это, он за них и ответственен. И вот, спасибо, сообщили вы нам новость, что Лукашенко будет объявлен в международный уголовный розыск. Офис прокурора Международного уголовного суда принял решение о начале расследования белорусской ситуации в связи с совершаемыми преступлениями против человечности гражданином Лукашенко и его сообщниками. Павел, расскажите, пожалуйста, детальнее, на чем основываться будет доказательная база, каковыми последствиями это чревато и каковых усилий это тоже стоило. Еще в 2023 году наша команда Народное антикризисное управление установила коммуникацию с Министерством юстиции Литвы. Мы разработали правовую стратегию, совместно, конфиденциально сотрудничали. И в результате этой работы 30 сентября 2024 года правительство Литвы было принято решение о передаче на рассмотрение в офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге белорусской ситуации. Белорусской ситуации, как оценивали мы и что сегодня подтвердил офис прокурора, которая заключается в том, что в стране создана атмосфера принуждения, страха, террора, которая вынуждает людей, которые имеют политические взгляды, не согласные с Лукашенко, а даже тех людей, которые в принципе такие взгляды не выражали, покидать территорию Беларуси. Мы представили в офис прокурора доказательства о том, что не менее 600 тысяч белорусов, это были данные последние официальные ООН на прошлый год, на март 2025 года, 6,4% населения было вынуждено покинуть территорию Беларуси. Мы описали эту правовую концепцию, основываясь на том, что, к сожалению, Беларусь не является участником Римского статута и Международного уголовного суда, и проводить расследование на территории Беларуси невозможно. Однако, вот как раз-таки из-за того, что в стране белорусская власти создали эту атмосферу принуждения, страха, террора, когда повторяются нападения на простых граждан, когда законы используются для того, чтобы преследовать противников властей, которые имеют политическую позицию, не криминальную противников, да, когда нет национальной формы возможности привлечения к ответственности Лукашенко и его сообщников. Все это мы обосновали, что это является государственной политикой, во главе которой стоит высшее руководство правительства Беларуси. Ну, правительство в данном случае, мы понимаем, конкретно диктатора Лукашенко, который и дал приказ осуществлять все эти действия. Поэтому, если люди в последующем выезжают на территорию Литвы, вот тут у нас и появилась эта правовая зацепка, что преступления совершаются в отношении граждан Беларуси на территории страны, члена Римского статута Международного уголовного суда. То есть их продолжают преследовать даже за рубежом. Пока прокурор принял решение о том, что будет рассматривать десятки тысяч таких дел, касающихся конкретно жертв, правильно сказать, жертв, которые вынужденно прибывают на территории Литвы. Если к рефералу Литвы будут присоединяться, и для нас это сейчас главная задача, например, правительство Украины,
правительство Польши, правительство Германии, Франции, то тогда и все остальные жертвы белорусы, которые находятся на территории этих стран, также будут попадать под защиту, то есть восстановление справедливости. Сейчас прокурор, после того, как они изучали собранные материалы, и нам помогали правозащитники, огромное спасибо всем правозащитным организациям, он принял решение о начале расследования, то есть просто заведено уголовное дело. И вот, получается, с завтрашнего дня уже могут формироваться папки «Уголовное дело гражданин Лукашенко» в отношении конкретных высших руководителей Беларуси, которые осуществляют именно эту государственную политику террора. Значит, на наш взгляд, первыми, кто может попасть в эти папки или два уголовных дела, которые появятся, это гражданин Лукашенко и гражданин Карпенков, командующий внутренними войсками. Тогда он был начальником ГУБОПИКа, это фактически политической полиции, преследования белорусов. Как только эти папки заводятся, уголовные дела, после анализа собранной доказательной базы, прокурор имеет право обратиться в палату предварительного расследования Международного уголовного суда с просьбой о выдаче ордера на арест в отношении Лукашенко, в отношении Карпенкова. Ну, мы пока предполагаем, конечно, решать будет прокурор, но мы прекрасно с вами отдаем отчет, что все доказательства, которые мы собрали, как раз-таки и указывают, кто является тем, кто дал команду, поручение и продолжает до сегодняшнего дня эту государственную политику террора в отношении белорусского общества и преследования белорусов, которые находятся за рубежом. Так что ордер достаточно близкая тема. Я не готов сегодня спекулировать, когда он может появиться, через неделю, месяц, два, три, но это абсолютно реалистичная тема. По крайней мере, это очень жесткий, принципиальный сигнал. Во-первых, элитам вокруг Лукашенко, что если вы будете продолжать поддерживать эту государственную политику, то ваши папки с уголовными делами могут появиться, таких там, не знаю, Кубраков, Тертель и же с ними. Или вы все-таки будете думать о том, как менять ситуацию в стране и отказываться от поддержки Лукашенко. Это серьезный политический сигнал. Но это, конечно, очень важный жест в сторону восстановления справедливости для жертв этих ужасных репрессий, когда людей убивали на улицах, убивали и продолжают убивать в тюрьмах, когда людей пытают, издеваются, увольняют, не дают возможность трудоустроиться, выгоняют из страны. Мы видели с вами в прошлом году, в декабре, когда Украина приняла 123 политических заключенных, группу, которую американцы смогли освободить. Вот это конкретный пример депортации, когда Лукашенко в последующем, и мы тоже передали это сразу же в офис прокурора в Гаагу, заявил, что все вы не имеете права вернуться в Беларусь, мы вам не дадим документы, это, он сказал, принципиально, но это один кейс, а таких кейсов, к сожалению, десятки тысяч, потому что это уже было, скажем, физически их выкинули на границу, отправили в Украину, спасибо, Украина приняла их, но таких примеров, когда люди из-за страха вынужденно убегали из страны, огромное количество. И за это Лукашенко должен понести ответственность. Он будет морально, я думаю, подавлен, потому что я знаю изнутри государственной системы еще 2 года тому назад, когда мы начали этим заниматься, за что мы получили огромное количество угроз, нападений, риск, шантажа, дискредитации, дезинформации. То есть против нас воевали все спецслужбы, как бы пытаясь нас заблокировать. Да? Но он вспоминал историю Милошевича, его друга Слободана Милошевича, который в результате был задержан и почил уже в Международном уголовном суде в Гааге. Так что он очень не хочет повторения истории Милошевича. Вот эта история становится реалистичной. Ну, по крайней мере, Лукашенко теперь будет 100 раз прокладывать свои маршруты мимо стран, участников Римского статута. А если я не ошибаюсь, на сегодняшний день их 126, в том числе, кстати, и Украина. Павел, ну, конечно же, вот немного апеллирую эффективности этого решения, потому что все мы помним, что на российскую мразину Путина, извините за недипломатичность языка, но могу себе немного позволить, был выдан ордер Международного уголовного суда и на Марию Львову Белову, уполномоченную Российской Федерации по правам ребенка, от 17 марта 2023 года. Скептики этого решения, конечно, скажут нам, ну, я так скажу, что вот этот кейс показывает, что ограничений мало. Ну да, Путин не летит в страны ратификанты Римского
статута. Но, тем не менее, он катает там по Монголии, может позволить себе полететь в Объединенные Арабские Эмираты, там, Саудовскую Аравию, в Китай. Ну, это он все-таки он не прям не выездной. Его никто не садит под арест. С ним ведут переговоры, вон Штаты к нему ездят, они ездят в Штаты. Лукашенко, который тоже там любит с Джоном Коулом, его принять, ну, сам он не полетит, конечно. А все-таки это будет так релевантно чувствоваться, какие-то ограничения на практике конкретные? Или вот такие там, серединка на половинку? Это я сейчас об эффективности Международного уголовного суда как такового, в принципе. Не в обиду, конечно, а просто чего ожидать? Может, уже Коул постыдается лететь к Лукашенко? Он тут рассчитывал опять на скорую встречу. Он от Путина только не успел отмыться, да, 26 февраля встречался. Но хочет одним своим вот этим местом на всех стульчиках. Уже не получится, возможно? Ну, давайте разделять историю Путина и историю Лукашенко, хотя вы абсолютно правы, в контексте агрессии против Украины это объединенная история. Как вы знаете, наша команда сейчас, Народное антикризисное управление, собирает доказательства для передачи как Генеральной прокуратуре Украины, так и будущему спецтрибуналу ответственности за агрессию, доказательства совершения преступления агрессии и Лукашенко, и так называемым высшим военно-политическим руководством Беларуси. Я рассказывал о том, что мне, как делегату Координационного совета, удалось добиться внесения соответствующей поправки в резолюцию парламентской ассамблеи Совета Европы, что создало правовое основание уже фактически и преследовать Лукашенко за акт агрессии. Но, опять же, Путин, он президент ядерной страны. И мы понимаем, что здесь риски задержания его и последствия достаточно сложно предсказать. Лукашенко не является президентом, начнем с этого. Он не признан большинством стран демократического мира. У Лукашенко нет ядерного оружия, и у него нет такой системы безопасности, как бункеров и всего остального, но разве что он сейчас не начнет их строить. Опять же, мы должны понимать, какое белорусское общество и как на это смотрят элиты. И я склонен утверждать, как бывший чиновник, что, во-первых, по последним социологическим опросам, которые сложно проводить в Беларуси, но ставшим доступным нам, 65% белорусов хочет, чтобы в Беларуси была демократическая форма правления. Значит, не хотят Лукашенко. Элиты, которые вокруг Лукашенко, устали от этого постоянного прессинга и психоза со стороны Лукашенко, который то показывает, как с вилами в навозе надо копаться, то говорит свет отключать в городах, то говорит реки нужно повернуть, чтобы вода в Украину не текла, а воздух в Европу из Беларуси мы продавать будем, упаковывать, наверное, в пакеты и продавать. То есть от этого бреда сумасшедшего уже устали все. Это очень четкий сигнал. Ну, понимаете, мы не имеем права отвергать принцип правосудия, потому что если мы будем от этого отказываться, понимая, что Международный уголовный суд, конечно, не находится в самом лучшем состоянии, но тогда мы переходим с вами в полный правовой беспредел и анархию. Касательно Соединенных Штатов Америки, Коул приедет к Лукашенко, я не сомневаюсь, это никак не повлияет на американскую коммуникацию, но это повлияет на Лукашенко, безусловно. Соединенные Штаты Америки, ну, к сожалению, это их политика, они не являются членами Международного уголовного суда, и они не поддерживают решение МУС. Даже наоборот, как вы знаете, были введены санкции за выдачу ордера на арест премьеру Израиля, когда под санкции попали прокуроры и судьи Международного уголовного суда. Поэтому, кстати, сейчас принят общий подход, что Международный уголовный суд не публикует, скажем так, может не публиковать информацию о выдаче ордера на арест, чтобы не подставлять тех, кто принимает эти решения, да, под какие-то санкции. Но в контексте Лукашенко я здесь не вижу проблем. Американцы не будут наказывать прокуроров или судей Международного уголовного суда за то, что те возбудили уголовное дело и в перспективе могут выдать ордер на арест. Но это, еще раз говорю, мощный сигнал, во-первых, белорусскому обществу, которое уже 6 лет находится под этим тоталитарным гнетом, справедливости, что она все-таки, пусть она мало досягаема, скажем так, может кому-то покажется сегодня реалистично, но она реальна, потому что запускаются правовые процедуры, и это мощный сигнал элитам. Элиты, прекращайте поддерживать этот ужасный режим. У вас нет самолетов, у вас нет бункеров, у вас нет охраны тысячи человек, как у Лукашенко. И если вы попадете в это уголовное дело, там каждое дело персонально идет, то вас задержать будет гораздо проще. Напомню, раз уж у нас так немало человек собралось сегодня, что продолжается мой сбор, а точнее благодаря каждому моему зрителю он выходит на финишную прямую на внедорожник Volvo XC90 для 160-й ОМБР, которая защищает нас от российской навалы на Покровском направлении. Мы с вами невероятные молодцы. Собрались за 2 недели 567 тысяч гривен из необходимых 615. И думаю, к утру задачка будет решена, а машина будет там, где им и место. У наших друзей из 160-й бригады. Не первый раз я им уже помогаю, благодаря, конечно, каждому из вас.
Павел, ну тут Лукашенко еще поддает, как бы, если вдруг кто-то будет сомневаться в доказательной базе, вот оно, пожалуйста. Иран по праву занимает особое место в истории и цивилизационном наследии человечества, сказал Лукашенко, поздравляя вот этого полуживого, полумертвого, говорят там ручки и ножки отдельно, Маджтабу Хасени Хаминеи с избранием на наивысший пост страны. Лукашенко телеграмму написал и поздравил. Это кошмар, но лучше бы просто молчал. Верность иранского народа традициям, стойкость перед любыми испытаниями, стремление к самостоятельному развитию вызывают искреннее уважение и признание. Вы возглавили страну, говорит он Маджтаби Хаминеи, в исключительно сложный момент. Уверен Лукашенко, что под его руководством Иран продолжит идти путем отстаивания независимости, обеспечения стабильного роста. Ну, это такой позор, конечно, на весь мир. А зачем вот это такой ход не конем? Лукашенко находится в растяжке, безусловно. То, что происходит в последнее время с диктаторами, я называю это диктаторопат, это не может его не беспокоить. И когда мы увидели с вами атаку Соединенных Штатов Америки по Ирану, и когда было уничтожено высшее руководство военно-политическое Ирана, у Лукашенко был психологический шок. И как он самореализовался, мы об этом с вами говорили. Он поехал в хлев к телятам и начал копаться с вилами в навозе. Да? Потому что он ничего сказать не мог. Он молчал определенное время. Потом последовало соболезнование от имени Палаты представителей, это так называемого парламента Лукашенко. Лукашенко молчал. Потом появилось соболезнование, в котором он говорил про вероломную атаку, но не называл, а кто же эту вероломную атаку осуществил или агрессию против Ирана. То есть он боялся упомянуть и США, и Израиль. Потом все-таки он опубликовал, где уже сказал, что это вообще-то Израиль сделал, но при поддержке США. То есть тоже не выставил первую негативную оценку американцам. Потому что Лукашенко действительно заинтересован в продолжении диалога с Соединенными Штатами Америки. Но с другой стороны, когда все над ним начали просто смеяться, это было проактивная информационная, я бы сказал, кампания. Тут не надо было даже режиссировать ее. Ведь все независимые СМИ белорусские, я уверен, и украинские, и политики вышли и говорят, ну так что, Лукашенко, ты ж там его так любил, ты так с ним дружил. И он был вынужден все-таки сказать свою поддержку Ирану и пригласил даже посла Ирана, что является беспрецедентно. Президенты, мы его не считаем таковым, не приглашают послов. Это что-то исключительное. Но тут ему нужно было, как говорится, выйти из грязи, из этого навоза с вилами, в котором он копался, ни слова не говоря, потому что произошло в США. Я думаю, что сейчас перед приездом Коула, специального представителя президента США Трампа в Минск, Лукашенко должен очень хорошо задуматься, как не разозлить Трампа. Я не считаю реалистичным сценарий Дельта в Минске или удар как по Ирану. Нет, никогда американцы это делать не будут, потому что Беларусь, так стала исторически возле России, но при этом они могут вернуть санкции, они могут добавить еще санкции. Есть санкции на доллар, есть санкции финансовые мощные, при том, что еще порядка 100 предприятий и секторов экономики находятся под американскими санкциями. Так что Лукашенко должен освободить, я считаю, не менее 500 заложников, политических заключенных, которых он держит в тюрьмах и пытает ежедневно, для того, чтобы Трамп воспринял это как реальные шаги, а не то, что он вводит его за нос. Лукашенко, это можно утверждать, обманывает президента США, обманывает на протяжении уже более года. Он вводит за нос всю американскую делегацию. Мы признательны американцам за освобождение 342 политзаключенных, но одновременно мы с вами не раз говорили, что за этот период, когда они освободили, еще появилось в этом же промежутке 609 новых. А всего у нас до сих пор это минимум 1150 политзаключенных. Репрессии не останавливаются. На прошлой неделе приговоры 2 журналистам за измену Родину 12-14 лет. Еще одному журналисту за измену Родины 9 лет. То есть они не прекращают. Каждый день продолжаются репрессии. Еще и Лукашенко никогда не было, и вот вновь говорит, десятки орешников у меня будут. Серьезно, да? Путин сам не знает, где взять десятки, там один остался от силы. А Лукашенко, а почему он так верит в силу орешника? Или это он думает, что он как-то его защитит от того всего, что мы проговорили выше? Да зубы у него старые уже, чтобы орехи есть, не знаю. Но мне кажется, он действительно участвует сейчас в такой ИПСО. ИПСО то ли самим придуманный, то ли при поддержке Кремля. Может быть, Генштаб Вооруженных сил России у него это заказал. Ему нужно рассказать, что вот тут столько-то у него будет орешников, завтра будет 100, может 200, 1000. А где их? Да? Кто их производит? Не знаю. Значит,
Да, проблема заключается в том, что, конечно, он как союзник России должен демонстрировать свою лояльность и должен всегда показывать: я на стороне России, вот у меня тут оружие, я тоже буду отсюль угрожать, значит, Западу, да, и Украине. И он использует вот эту ипсошную тему, якобы с доставкой дополнительных орешников. Но и от него это требует, я думаю, Путин. Кстати, очень интересно, мне кажется, можно сопоставить вот эти факты. Вот когда Украине удалось ликвидировать эти ретрансляторы на домах в Гомельской области, да, то есть Лукашенко же должен дальше доказывать Путину, чем он помогает России в войне, в агрессии против Украины. Ну вот он, наверное, сейчас решил так вот поипсошить немного, да. Хотя проблема заключается в том: один орешник, два орешника или там 10 их будет, у кого будет кнопка управления, где находится кнопка принятия решений. И на этот вопрос Лукашенко до сих пор не ответил ни одного раза. Непонятно, так если ты получаешь этот орешник, а завтра команду на запуск ракеты даст Москва, то ответка же прилетит туда, откуда эта ракета и полетит. Поэтому даже американская разведка в своем докладе говорила о том, что Беларусь, к сожалению, уже рассматривается Россией как придаток, как плацдарм, который фактически может использоваться вот для таких целей. И в последующем ответ идет не по территории России, а по территории Беларуси. Он совершает преступление против белорусского народа. Он фактически ставит под угрозу жизни, здоровье, безопасность белорусского народа. Он не усиливает, а только ухудшает именно эти условия. А вот эти приколы его не смешные, что надо переименовать «Американо» и как-то придумать другое название, это вообще к чему, учитывая, что он хочет все равно и с Соединенными Штатами Америки сохранить лояльность и даже послабление? Это как-то так не смешно, грустно, неинтересно. Вы знаете, он съездил туда, в этот Макбай, это уворованный Макдональдс, да, там франшизу уже имел казах, гражданин Казахстана, у которого просто это все-таки взяли и отжали, да, такой 90-х годов рэкет под руководством усатого диктатора, да. Он думал таким образом сделать тоже информационную операцию, чтобы улучшить восприятие у молодежи самого Лукашенко. Кстати, вот недавно, зрители, не знаю, в курсе или нет, появились данные Государственного социологического института, как в 2020 году белорусы проголосовали за Лукашенко. За Лукашенко проголосовало по опросам, которые делались на участках, 21%. За Тихановскую 52%. То есть ясно, что он проиграл. Ну и Лукашенко же в прошлом году и проговорился: я больше никогда вам не позволю у меня выиграть. Да? Значит, там по молодежи вообще катастрофическая ситуация. Если я не ошибаюсь, там 5% молодежь проголосовала за Лукашенко. 5%. И он таким походом в этот Макбай, бывший Макдональдс, и там пригласил своих этих ассистенток, свиту, которые работают у него в службе протокола управления делами Лукашенко, чтобы они типа молодежь такую представляли, сидели там за столиков, такой, знаете, красивый антураж возле старого деда, да. Ну, это такие банальные, глупые вещи, которые делает его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Я уже давно говорю. Это Наталья Эйсмонт, показав его с вилами в навозе, показывая вот этот идиотизм, когда там свет отключить в городах Беларуси, когда там реки повернуть. Да ты ж подойди и скажи ему, что, слушай, дорогой босс там мой, да, но это все работает наоборот. И вот то, что он сделал, показали систему, которую они создали, там, электронную заказа гамбургера, да, которая уже существует много-много лет во всех странах мира, так она даже не сработала. Первый вице-премьер, который пришел, Снабков, знаю его, Николай Снабков, привет ему большой, он даже рассчитаться не смог, по той простой причине, что система не сработала. Так они, извините, и на халяву еще поели. И что вы думаете, белорусы так посмотрят на это и подумают: ну, Лукашенко, мало того, что у тебя зарплата самая высокая в стране, во-вторых, ты накрал миллиарды, вывез из Беларуси, ты переговоры ведешь с Оманом, с Эмиратами, с Катаром, со своими детьми, а не с правительством, так ты еще даже умудряешься и не заплатить за этот мак там какой-то, да, как он там, за котлету, да, или говорит: вы придите, я вас научу котлеты жарить и так далее. Ну, это все такая популистическая игра такого, не знаю, советского периода, я бы даже сказал. Такое ощущение, что вот он живет в этой ментальности еще тех времен СССР. Но это не работает все с точностью наоборот. Против его имиджа это еще убивает его имидж в глазах молодежи. А, кстати говоря, вот буквально пару минут мы так подумали, а теперь Лукашенко, учитывая, что мы поуничтожали вот те ретрансляторы, не будет заново их понаставлять? Или все-таки ему все равно, и он, как и Путин, своих бросает и попробует опять подыгрывать российскому диктатору в его атаках на Украину?
Я думаю, что он, как мы начинали с вами, он на растяжке. Сейчас у него очень сложно. Он как бы должен всем дать ответ. Европейскому Союзу он должен дать ответ об освобождении политзаключенных, соблюдении прав человека. Американцам он должен дать ответ по освобождению политических заключенных. Русским он должен дальше продолжать помогать в войне. А Европа ему говорит, не делай это, иначе не будет никакой торговли с Европой. Украина очень четко сказала, если ты будешь играть в эти игры, ну это играми, конечно, не назовешь, это война, да, то может и прилететь, как говорится, отдача замучить, да. То есть он везде всем должен дать ответы. Но у него настолько сейчас минимальный уровень субъектности, что он не в состоянии дать на эти вопросы ответы. И куда ни повернись, у него везде возникают проблемы. Ведь русские же тоже недовольны тем, что, например, идет коммуникация с американцами. И мы это знаем четко. Они очень недовольны. Они будут недовольны, если Лукашенко начнет коммуникацию с европейцами. А, соответственно, до сих пор не подписано соглашение по газу с Российской Федерацией. А у Лукашенко сыпется промышленность. Ему газ по дешевой цене внутрироссийской нужен, как, не знаю, манна небесная, чтобы спасти промышленность. Но русские говорят, хочешь получить там $90 за 1000 кубометров? Ну так давай создавать, подписывать конституционный акт и с одного отечества два государства переходить в формулу одно отечество, одно государство. А это Лукашенко тоже делать не хочет. Поэтому ему единственный вариант, ему нужно было бы опереться на общество, а общество его не поддерживает. И он даже не пытается с обществом начать говорить, он только продолжает репрессии, продолжает и думает, что он устоит на этом вечно. Ну, я, конечно, не предвидец, я не знаю, но не думаю, что эта стратегия настолько безопасна для него на долгие, скажем, долгие годы. Павел, спасибо вам большое за вашу работу, позицию, за время. Всегда вам рады, вы знаете. До новых встреч. Нам всегда есть о чем предметно, конструктивно поговорить. Благодарю вас. Всего доброго. Спасибо, Ирина. Всего доброго. Павел Атушко, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета, руководитель Народного антикризисного управления Беларуси, я Ирина Узлова. Берегите себя, увидимся и победим.